Вы когда-нибудь задумывались, откуда начинаются великие реки? Или где находится сердце, куда стекаются ежегодно тысячи людей со всей страны. А может, думали, где находится маленькое чудо природы, пробивающееся сквозь толщу земли, чтобы подарить спутнику живительную влагу? Сегодня мы отправляемся в путь, чтобы увидеть 3 совершенно разных лица Беларуси. Уютные Докшицы, где рождается Березина, и величественный Буцлав, который называют национальным священным местом. А также маленькую деревню с коротким, но емким названием Буй. Говорят, что здесь бьет источник, вода в котором чище слезы. Погнали! В глубине Докшицкого края, где тишина нарушается лишь шелестом листвы и криком аистов, затаилась деревня Буй. Это край первозданной природы, где земля дышит прохладой чистейших вод. Главная драгоценность деревни – ее родник. Это маленькое чудо, пробивающееся сквозь толщу земли, чтобы подарить путнику живительную влагу. Вода здесь кристально прозрачная, обжигающе холодная и удивительно мягкая на вкус. Местные жители верят, что эта вода хранит в себе силу самой земли и способна исцелять не только тело, но и душу. Именно сюда мы отправились в первую очередь. Виталий, иди за мной. И мы поем, когда нам хочется любви. Деревня кажется застывшей во времени. Тишина здесь такая, что слышно собственное дыхание. Но мы ищем то, что дает жизнь этому месту, знаменитый родник. Знаете, у этого места удивительная судьба. Когда-то Буй называли деревней незамерзающих ключей. Представьте, почти в каждом дворе был свой личный родник. В них не просто брали воду, они служили природными холодильниками. Летом здесь студили парное молоко, а осенью опускали в ледяную глубь кадушки с огурцами. Старики всегда знали, что вода здесь лечебная. Позже это подтвердили даже советские ученые, но в середине 20 века случилось непредвиденное. После масштабной мелиорации обиженная природа замолчала. Источники просто ушли под землю. Видишь, у нас первый проходит. Тут вода такая чистая, да? Да, чисто. Прозрачная. Ну что, добрались мы до купели. Ленка сразу подергала, сказала, что закрыто. Все, короче, я расстроился. Ну, в итоге я подошел, подергал, сказала, что она открыта. И сейчас мы будем испытывать водичку. Вода, конечно, тут очень прозрачная, классная. При опускании тела в холодную воду организм потребляет кислорода 100 раз больше, чем при принятии душа комнатной температуры. 100 раз. Считай, что я окунулся на 3 секунды. Заменяешь бег по улице 4-километровой. И второй момент, еще более интересный. А выведение СО2 в 150 раз. Это говорит физиолог. То есть тем самым я окунул ребенка в себя, обновил полностью кровь. После мелиорации вода пряталась десятилетиями. Ее вернули к жизни люди, которые верили. Такая святыня не может исчезнуть бесследно. Расчистили русло, построили этот сруб и купель. Теперь здесь снова слышен тот самый звук, пульс земли, который затих когда-то в прошлом. Каждый год в июле деревня оживает на праздник «Живая водица Батьковских крыниц». Здесь также проводят конкурс на самую вкусную воду. И каждый, кто приходит сюда за ключевой водой,
или просто чтобы постоять в тишине, уносит с собой частицу этого древнего живого мира белорусской деревни Буй. Ну что, мы уже окунулись и сейчас едем на вторую локацию в город Докшицы, районный центр, кстати. Докшицы вообще по праву называют городом истоков, у истоков. Именно здесь, в черте города и его окрестностях, берет свое начало Березина, река с богатой историей и крутым нравом. Маленький ручеек, рождающийся в этих краях, позже превращается в величественную артерию, пронизывающую всю Беларусь. Докшицы – это уникальная точка на карте Европы. Именно здесь проходит водораздел между бассейнами Черного и Балтийского морей. Неподалеку друг от друга начинаются две реки. Березина несет свои воды в Днепр на юг, а Вилия в Неман на запад. Представьте, что одна капля дождя, упавшая здесь, может оказаться в Одессе, а другая в Клайпеде. На гербе города изображены два черных кувшина, из которых изливается серебряная вода. Это не просто посуда, а символ тех самых двух рек-сестер, которые кормят город. Мы с Аленкой пришли на начало исток реки Березина. Пойдем сейчас посмотрим. Ну, только что тут все замерзшее. Исток Березины – это не только географическая точка, но и символ начала жизненной силы. Здесь рождается река, которая питает земли 4 областей Беларуси – Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской. Исток Березины напоминает нам, даже самая могучая река начинается с маленького родника, а сила природы в ее способности возрождаться и дарить жизнь. Очень символично, что там, где зарождается Березина, стоит храм, который сам стал источником новой жизни для города. Построенный на пожертвования и силами самих прихожан, он вырос быстро, словно феникс, расправивший крылья над городом. Его строгие неоготические линии и высокие шпили вернули докшицам их исторический силуэт. Первый костел Святой Троицы был основан в 1608 году. В 1708 году шведские войска сожгли храм вместе с местечком, но в 1745 году был возведен новый, деревянный. Во время Второй мировой войны костел сгорел. Много лет верующие не имели своего храма. Возрождение началось 24 декабря 1991 года. Храм осветили в 1995 году, а в 2001 году при костеле был основан монастырь францисканцев. А с левой стороны браты капуцины в коричневом. Это капуцины, франтишканская ветка, орден франтишканский. Они ходят в коричневой расе, ну, коричневой одежде. Здесь же тут был костел не в этом месте, а там в центре. И в часе войны был спаленный. А так парафія уже больше за 400 годов. Ну, так. А костел побудований у 90-х годах. Вот Советский Союз распался, и потом. Костелы такие с элементами драўляных элементы, алтари. Вот франтишкане, они мають такую характеристичную рису, что их даже называют браты меньшие капуцины, что они выбирают то, что скромнейшее, вот это подкрещивается у них такой особый акцент, что ложит на убогость, не на такое богатство, такое убранство, именно на такую скромность и убогость. И поэтому вот древо лечилось таким больше скромным материалом. Покровская церковь, возведенная в 1903 году, представляет собой яркий образец ретроспективного русского стиля.
Архитектурное творение сложилось из кирпича и бутового камня, что придает сооружению особую выразительность и основательность. В наши дни храм сохраняет двойную значимость. Это действующий приход, где проходят богослужения, и ценный памятник архитектуры, включенный в реестр культурного наследия. Его изящные формы и историческая аура неизменно притягивают как паломников, ищущих духовного утешения, так и туристов, ценящих архитектурную красоту. Нам, к сожалению, не удалось попасть на территорию храма или внутрь него. Мы лишь полюбовались его обликом со стороны, запечатлели в памяти строгие и гармоничные очертания и отправились дальше, продолжая свое путешествие. Вы ожидаете увидеть сельскую пастораль, а встречаете архитектурный шедевр, который смотрелся бы уместно даже в центре Рима. Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии – это не просто архитектурный памятник, это белорусская Мекка. Место, где камень обретает душу, а история переплетается с небесным светом. Официально он носит величественный титул национального санктуария и статус малой базилики, который подчеркивает его особую значимость для всего католического мира. Построенный в XVIII веке, он является одним из лучших образцов виленского барокко. Несмотря на свои колоссальные размеры, храм кажется невесомым благодаря вертикальным линиям башен и изящным изгибам фасада. Внутри костел хранит одно из чудес Беларуси – гризальные росписи. Это уникальная техника живописи, которая создает полную иллюзию объемных колонн, ниш и лепнины на абсолютно плоских стенах. Кажется, будто само пространство храма бесконечно расширяется. Сердцем костела является чудотворная икона Матери Божией Буцлавской, подаренная Папой Римским в XVI веке. Она уже сотни лет притягивает тысячи паломников. Икона заключена в великолепный деревянный алтарь, который сохранился с XVII века. Это шедевр резьбы, где каждая деталь дышит почтением и мастерством старых мастеров. Раз в год, в начале июля, Буслав превращается в центр духовной жизни. Тысячи людей со всей страны идут сюда пешком. Традиция буцлавского паломничества внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это время, когда дороги наполняются песнями, а ночной костел, подсвеченный тысячами свечей паломников, выглядит по-настоящему неземным. Беларусь умеет удивлять, если знать, куда смотреть. Пишите в комментариях, какое из этих мест вам откликнулось больше всего. Ставьте лайки, если тоже захотелось набрать воды из источника и просто постоять в тишине костела. Подписывайтесь, впереди еще много дорог. Путешествуйте, оно того стоит. Всем пока! Блин, ну этого ж нету, микрофона. Да пошли на. Я хочу сказать. Потом скажешь, голосом за кадров. Вот это место, это исток реки Березина. Там вот, вот это вот замерзшее озеро. И туда вот река пошла, короче.